Семинар «Интимная жизнь». Первая часть. Блок 1. Сексуальная потребность. Сексуальная потребность у всех разная. На нее влияют следующие факторы. Первый. Возраст. Например, рост сексуального желания часто наблюдается в начале и после окончания полового созревания. А вот снижение сексуального желания происходит по мере снижения концентрации половых гормонов. Второй фактор – уровень гормонов. У людей в разные периоды жизни концентрация половых гормонов меняется. Влияет на это много факторов. Генетика, образ жизни, заболевания, медикаменты, возрастные изменения и другие. Третий фактор – половая конституция. Выделяют сильную, среднюю и слабую половую конституцию. Половая конституция чаще всего не изменяется в течение жизни, однако у некоторых людей при разных обстоятельствах она может меняться в одну или другую сторону. Из-за разной сексуальной потребности люди сталкиваются с неудовлетворенностью, которая часто приводит к эмоциональному дисбалансу, конфликтам, кризисам, изменам и разводам. Степени сексуальной активности. Большинство людей обладают средней сексуальной активностью, однако нередко встречаются гиперсексуалы и асексуалы. Гиперсексуальность – это состояние, которое характеризуется повышенным половым влечением, приводящим к высокой потребности в сексуальном удовлетворении. Гиперсексуальность бывает врожденной, когда люди рождены с очень высоким уровнем половых гормонов, временной, когда у подростков наблюдается резкое изменение гормонального фона, и приобретенной, когда человек становится гиперсексуальным из-за изменений в головном мозге, гормональном дисбалансе, радикальной смене привычек и окружения. Это как раз тот случай, когда мы говорим, что человек попал в компанию, где его развратили. Далее асексуальность. Определение или самоопределение людей, которые не испытывают полового влечения или испытывают его крайне редко. Порой человек только с возрастом осознает, что не хочет близости. Иногда это происходит в результате травмирующих событий, когда воздержание выступает в качестве защиты. Вопрос, как распознать гиперсексуальность. У женщин она может проявляться следующим образом. Откровенным желанием привлечь к себе внимание мужчин, демонстрацией оголенных частей тела, кокетством, постоянными разговорами на сексуальную тематику, частой мастурбацией, многочисленными и неразборчивыми половыми связями. У мужчин может быть один или несколько из перечисленных ниже признаков. Спонтанные эрекции, оргазм от малейшей стимуляции эрогенных зон, ночные полюции, сильный зуд в гениталиях, влечение остается и после полового акта, невозможность достичь оргазма традиционными способами, частая мастурбация. Теперь признаки асексуальности. Это отсутствие сексуального желания, нет заинтересованности в сексуальной активности, плохое понимание сексуальных отношений. Асексуальным людям обычно трудно понять, почему другие уделяют так много времени и сил сексу. Далее несексуальный как определение собственной сексуальности. Асексуальные люди находят других людей привлекательными, но не имеют к ним никакого сексуального интереса. Основное внимание они уделяют внешности или характеру человека. И, наконец, в жизни асексуальных людей нет места для секса. Для них идеалом являются отношения без половых актов и любого интима. Пары с разной сексуальной потребностью чаще всего сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях, есть предпосылки для измен, есть риск развода. Вопрос, что делать? Чтобы избежать сюрпризов, необходимо заблаговременно, еще до заключения брака, выяснить эти особенности. Первое. Зная признаки гиперсексуалов и асексуалов, необходимо внимательно наблюдать за человеком, чтобы распознать, кто он. Обычно слова и поступки выдают таких людей. Второе. Необходимо задавать друг другу правильные вопросы. Это может быть неприятно и стыдно, но лучше все выяснить до свадьбы, чем потом решать множество проблем и усложнять себе жизнь. Третье.
Если разница в сексуальности обнаружилась после брака, то нельзя молчать и терпеть. Необходимо вынести эту проблему на поверхность. Важно договориться, как компенсировать эту разницу и вместе потрудиться ради сохранения отношений и семьи. Блок 2. Что делать, если не хочется близости? В каком возрасте у мужчины пропадает желание? Многочисленные источники утверждают, что в 60-65 лет большинство мужчин замечают изменения в своих сексуальных желаниях. Однако все это относительно. Как-то раз одна 80-летняя женщина пожаловалась мне на своего мужа, которому шел 90 десяток, так как он изменял ей с соседкой. Она сама застала их вдвоем в постели, и муж признался, что это длится уже долго. Вопрос следующий: в каком возрасте женщина перестает хотеть? Многочисленные источники утверждают, что после 60 лет происходит затухание женского желания ввиду отсутствия в крови женских половых гормонов. При этом многие пары продолжают половую жизнь. Так что не стоит этого стыдиться. Запрет на секс в пожилом возрасте и осуждение позднего секса больше связаны с сложными стереотипами, навязанными обществом. Пары, проживающие в местности, где на это смотрят негативно, соответственно, не будут даже озвучивать эту тему. А вот пары, живущие в местности, где интимные отношения в пожилом возрасте поощряются и практикуются, как правило, не ограничивают себя. Я общался с очень счастливой семейной парой, обоим за 80, и узнал от них, что они вообще не делали перерыва в своих интимных отношениях. Теперь давайте рассмотрим самые распространенные причины отсутствия желания близости. Первая причина – снижение либидо. Мужское либидо относительно устойчивое. Оно обычно снижается постепенно с возрастом. При этом, если мужчина следит за своим сексуальным здоровьем, то его это не коснется, он будет хотеть до конца своей жизни. А вот женская либидо подвержена колебаниям из-за гормональных качелей, которые периодически возникают в жизни женщины. Это беременность, роды, период кормления грудью, предменструальный синдром, климакс. Например, в период беременности и грудного вскармливания у женщины может напрочь пропасть сексуальное желание. А если добавить усталость и бессонные ночи, то становится понятным, что тут совсем не до секса. Также в определенные дни месяца у женщины может пропадать желание. Дело в том, что сексуальное влечение зависит от уровня женских половых гормонов, преимущественно эстрогена и тестостерона. Глупые супруги не учитывают эти особенности и в итоге получают негативный опыт и неудовлетворенность. А вот мудрые фиксируют благоприятные и неблагоприятные дни и подстраиваются под них. Например, жена может говорить мужу прямо или намеками, что сейчас у нее благоприятная неделя. Она может также предупреждать, что на следующей неделе у нее начнутся месячные. Также либидо снижает прием некоторых лекарств. Это препараты групп фенотиазина, бутерофенона, а также некоторые новые нейролептики – рисперидон, амисульприд, перфеназин и другие. Они блокируют дофаминовые рецепторы, что приводит к повышению уровня пролактина и в результате снижению полового влечения и нарушению половой функции. Также во время климакса возникает сухость влагалища, и тогда женщина испытывает боль во время полового акта. Решается эта проблема применением вагинальной смазки на водяной основе. Например, от компании Pure. Это немецкий производитель, специализирующийся на разработке высококачественных интимных средств для комфортного и приятного секса. Если вагинальная смазка не решила проблему, тогда необходима консультация гинеколога. А сейчас 5 основных причин боли во время сексуального контакта. Эндометриоз означает патологическое разрастание слизистой оболочки матки, эндометрия. Разросшаяся ткань выходит за пределы матки, попадая на яичники, фаллопиевые трубы, в полость малого таза. Это вызывает боль при половом акте и причиняет женщине массу других болезненных симптомов, а также может привести к развитию бесплодия. Однако это заболевание поддается терапии. Лечат его гормонами или хирургическим путем.
обычно методом лапароскопии. Полипы могут возникнуть в полости матки или в канале шейки матки. Полипы необходимо вовремя выявлять и удалять хирургически. Сухость слизистой оболочки влагалища чаще бывает вызвана недостатком женских половых гормонов. Кроме болезненности при половом акте, возникают зуд и жжение в области половых органов. В этом случае рекомендована гормонально-заместительная терапия, тщательно подобранная врачом. А вот у молодых женщин это может свидетельствовать о гормональном дисбалансе, вызванном поражением яичников или отделов мозга, которые отвечают за выработку гормонов, а также медикаментозном угнетении половой сферы. Кратковременно симптом сухости может возникнуть и у здоровой женщины перед менструацией, при беременности и лактации. Справиться с этим можно при помощи смазки. Воспаление женских половых органов. Заболевание вызывает бактериальная или вирусная инфекция. Она может проникнуть извне, и также воспаление провоцирует размножение внутренней патогенной микрофлоры – стафилококков, стрептококков, грибковой инфекции. Независимо от типа возбудителя, воспаление лечится антибиотиками, а также иммуномодулирующими препаратами, которые подбираются врачом. И, наконец, послеродовые изменения строения половых органов. Обычно возникают у женщин, которые перенесли разрывы или рассечение промежности во время родов. Шов требует времени для заживления, и его болезненность в первые 2 месяца естественна. Вот почему в это время не рекомендуется жить половой жизнью. Но если половой акт продолжает оставаться болезненным по прошествии этого периода, нужно обратиться к врачу. Возможно, возникли осложнения, например, грубый рубец. Такие проблемы исправляются с помощью интимной пластики. А мы продолжаем следующие факторы, угошающие желание близости. Фактор номер 2. Эмоциональные причины. В числе их могут быть обида, ссоры, непрощение, ненависть к супругу. Эмоциональному влиянию подвержены как мужчины, так и женщины. Однако мужчина готов к сексу в 9 из 10 случаев, а женщина только в 1 из 10 случаев. Это связано с тем, что у мужчин и женщин по-разному устроен мозг. Женщине необходимо настроиться эмоционально, а мужчине проще, им руководит гормон тестостерон. Сексологи провели ряд экспериментов и выяснили, что женщины, не получавшие удовлетворения в бытовой, приевшейся домашней обстановке, начинали получать его от своих мужей, находясь на отдыхе в отпуске, где они могли полностью расслабиться. Это означает, что проблема неудовлетворения решаема. Нужно просто внести коррективы и новизну в интимные отношения. Третий фактор – негативные ожидания. Женщина может не желать близости из-за систематически некачественного полового акта. Пока женщина молодая, она терпит это, но позже терпению приходит конец. Вот некоторые претензии, о которых написали женщины в анонимных опросах относительно мужчин. Он не моется перед сексом. От его тела и гениталии исходит неприятный запах. Он делает в постели одно и то же годами, как под копирку, мне уже ничего не хочется. Он быстро начинает, заканчивает через минуту, разворачивается и засыпает, а я лежу и думаю, и это то, о чем все мечтают. Его ногти острые, а кожа на пальцах сухая и жесткая, и мне больно, когда он трет ими мои деликатные части тела. Он говорит, что ему не нравится в презервативе, а у меня постоянный стресс относительно беременности. Каждый раз он пытается силой заставить меня делать то, к чему я не готова. И сколько я его не просила, он меня не хочет слышать. Четвертый фактор – эректильная дисфункция. Одна из самых распространенных причин, из-за которой пропадает желание близости. Во-первых, мужчина может не хотеть близости из-за проблем с эрекцией. Во-вторых, женщина не хочет близости, так как для нее это не наслаждение, а мучение. Эту проблему необходимо решать обоюдно, так как здесь много нюансов. Например, у мужчины может снизиться тестостерон, и в этом случае он заложник, а не виновник. На органическую эректильную дисфункцию приходится 30% случаев.
Женщина должна понимать это и ни в коем случае не унижать достоинство мужчины. Также у мужчины может развиться психогенная эректильная дисфункция, когда у него нет эрекции только на жену. В то же самое время у него есть эрекция по утрам или если он видит откровенную сцену в кинофильме. На психогенную эректильную дисфункцию приходится 40% случаев. Каждая женщина должна помнить, что пусковые кнопки мужчины – это глаза, прикосновения и у некоторых уши. Например, если в спальне сплошная темнота, женщина одета в непробиваемый панцирь, к ней нельзя дотрагиваться, она отвернута к стене и раздраженным голосом говорит, что ей сейчас не до этого, велики шансы, что у ее мужа разовьется психогенная эректильная дисфункция. И, наконец, пятый фактор – физическая причина. Женщина может не желать близости из-за плохого физического самочувствия. Это могут быть усталость, мигрень и некоторые виды болезней. Выход здесь также есть. Мужчине необходимо терпение и понимание, а женщине – полная открытость и взаимодействие. Так как женщина в этом случае является слабым звеном, именно ей необходимо найти решение проблемы. Это может быть другое время, место и условия для близости. Также научиться получать удовлетворение или удовлетворять мужа другим способом. Это уже зависит только от желания самой женщины и поддержки со стороны мужчины. А мы движемся дальше. Блок 3. Что повышает либидо? Так как одного суперсредства не существует, разумнее всего пробовать и экспериментировать. Предлагаю вашему вниманию 7 средств, которые могут положительно повлиять на либидо. Первое средство – мультивитамины. Я рекомендую мультивитамины от проверенных временем производителей, ориентированных на фитнес и пол. Например, для женщин OptiWoman и Ева, для мужчин OptiMan и Адам. Второе средство – биодобавки, нацеленные на поддержание мужских и женских гормонов. Это поддержка простаты, женский баланс, а также мультифакторы для мужчин и женщин с пометкой плюс 50. Третье средство – тестобустеры, или по-другому бустеры тестостерона. Это Тестоджек, ЗМА, Трибулус, Макка. Относительно компаний, производящих мультивитамины, биодобавки и тестобустеры, могу порекомендовать следующие. Список сейчас на экране. Соответственно, на первом месте самая дорогая компания, но самое лучшее качество. Лично я пользуюсь продукцией первых 6 компаний. Это Garden of Life, Mega Food, Rainbow Light, Solgar, Optimum Nutrition, Now Foods. Четвертое средство – продукты и напитки. Есть продукты и напитки, которые влияют положительно или отрицательно на эндокринную систему. Например, полезны продукты, содержащие много цинка, селена, витамина Е, все крестоцветные и так далее. Необходимо составить для себя список плюс и список минус. Пятое средство – тренировки. Упражнения на силу и выносливость, такие как подтягивание, приседание, отжимание и бег, могут заметно улучшить кровоснабжение и тонус мышц тела, включая мышцы, отвечающие за сексуальную функцию. Шестое средство – правильное время. Наихудшее время для близости с 16:00 до 20:00, так как в это время в организме самый низкий уровень тестостерона. Также не лучший диапазон с 23:00 до 4 часов утра, когда начинают работать гормоны роста и мелатонин. Организм включается в фазу отдыха и восстановления, а не близости. А вот с 4 до 8 утра в организме наблюдается самый высокий уровень тестостерона в сутки. Это лучшее время для интимной близости. Наконец, седьмое средство – сон без одежды. Контакт кожа к коже увеличивает выработку гормона окситоцина, который способствует повышению степени близости и доверия, а также усилению сексуального влечения. Так что пробуйте, экспериментируйте, будьте удовлетворены. И последний в этом семинаре 4-й блок – вопросы и ответы. Как быть одинокой женщине 40+ после развода? Правильно ли подавлять свои желания или есть еще какие-нибудь методы? Даю 4 совета. Первое. Не разжигайте себя фантазиями.
Сосредоточьтесь на других вещах. Второе. Нужно хранить свои глаза и уши от провоцирующих и возбуждающих факторов. Третье. Нужно делать упражнения на нижнюю часть тела, хорошо прорабатывая крупные мышцы. Делать это 3 раза в неделю, тренироваться через день. Четвертый совет – качать пресс, а лучше мышцы кора. Второй вопрос. Мой младший сын женат более 6 лет, но пока детей нет, а они очень хотят. Что им делать? Первая рекомендация – сдать анализы, чтобы понимать, в чем проблема. Второе – фокусироваться на решении именно этой проблемы разными способами. Третье – если анализы хорошие, значит нужно обратить внимание на следующее. Это правильная поза, обоюдный оргазм, не вскакивать с постели сразу после акта и не бежать в ванную, мужчине не перегревать мошонку и, наконец, есть пищу, улучшающую качество спермы. Третий вопрос. Пожалуйста, опишите картину здоровой интимной жизни между партнерами. По моему мнению, первое. В их интимных отношениях нет давления и насилия. Второе. В первую очередь муж думает, как удовлетворить жену, а не себя. Третье. Пара открыто обсуждает все нюансы, просьбы и пожелания. Четвертое. В отношениях нет длительных перерывов. Пятое. Муж и жена, каждый со своей стороны, делает все, чтобы возрастные или эмоциональные изменения не повлияли на качество их интимной жизни. Женщина и мужчина должны заботиться о здоровье и функциональности своих половых органов. На этом пока все. Спасибо за внимание. На другие ваши вопросы я отвечу на следующих семинарах.